Это первая вещь, которую терпеть не могут валенсийцы. Приготовили паэлью, но из другого региона. Это то, что ее не перемешивают. То есть сегодня мы с вами будем готовить паэлью по-андалузски с моим мужем испанцем. Он расскажет все секреты, и вы увидите, что эта паэлья очень похожа с тем, что есть у нас на побережье, вы встретите в различных кафе. Только уберите от экранов валенсийцев, иначе они будут раздражены и беситься, что это не настоящая паэлья, я знаю их. Ну а те, кто любит вкусно покушать, вам будет интересно. Так что не переключайтесь. Поехали! А готовить мы сегодня будем не только с моим мужем, а также с литовской семьей, которую я вам показывала уже в другом видео. И также переходите на канал Виталия, он показывает очень много классных рецептов, у него с разных кухонь мира. Я оставлю ссылки в описании канала, вам, я думаю, будет очень интересно. Да, он так и называется, ассорти. Ассорти про еду, да. Что вижу, то и готовлю, да? Да, есть все. Сейчас мы чистим креветки и подготавливаем бульон. Это сейчас мы готовим как бы натуральный бульон, а вообще можно еще купить в магазине. Есть вот такие бульоны, сейчас покажу для примера. Это просто маленький вариант. Вот. Бульон. Это из курицы. Ага. Бывает также и морской бульон. Они обычно где-то литр, пол-литра Ну по-разному. да, если готовите, например, паэлью куриную с куриного мяса, то... Ну, либо бывает микс, это когда смешанные. Часто очень готовят то, что с курицей и с рыбой. Сейчас снова. Какие вообще паэльи вот есть? Вот какие вы готовите? Мы готовим чаще всего либо микста, то есть это курица немножко и морепродукты, либо просто морепродукты. Черную мы не готовим с чернилами каракатицы, от нее пачкается все. Да, но вкус аж не дает? Вкус, в принципе, нет. Вкус дает морепродукты. Нет, вкус дает морепродукты. Потому что это просто так подскрашенная такая получается, именно цвет просто. Да, это чернил каракатицы. А сюда можно? Давайте я помогу. Да, можно. А вообще, классическая паэлья, мы сейчас готовим паэлью андалузскую. Ага. В ней некоторые ингредиенты немножко чуть-чуть отличаются от классической паэльи. Плюс у нас нету специальной сковородки такой плоской, паэра. Она также называется как паэлья, в принципе. И классическая паэлья, именно валенсиана, в ней с кроликом она вообще делается. Мы с кроликом никогда не делаем, не покупаем. И в Андалусии тоже это не сильно типично. То есть чаще всего у нас черная паэлья с курицей, вот это микста или просто морепродукт. То есть вот это самый стандартный. Причем в чем отличие? То, что наша паэлья, она более, как сказать, насыщена соком. То есть она более сочная. Она более, андалузская. Она более сочная. Да. А валенсиана, она такая плоская. Как еще говорят, там с поджаренной корочкой снизу. Не помню, сейчас могу ошибиться. Мы такую попробовали. Она такая суховатая, она суховатая. Сверху ее приходится даже отковыривать. Да, причем они еще таки говорят, это вкусно, нужно это есть, это еще корочку поджаренную. Я как-то пока не впечатлилась. Да, удивительно как-то. Вот мы отличить, 2 раза мы пробовали. 1 раз попробовал я у вас здесь в Малаге на рынке. Очень мне понравился вкус, но она прямо разлита была, она прямо аж переливалась. А если разлита, это еще... Вообще, паэльи, в принципе, нужно называть только то, которое валенсийцы делают. У нас хоть они и называют паэльи, все-таки все равно это как бы разновидность, можно сказать, риса. Риса с чем-то. И есть еще аррос кальдосо. Аррос – это рис. Кальдосо, то есть жидкий. Такой, как раз, может быть, вы такой ели. Часто еще подают его в таких горшочках. Ну, как, я не знаю, как глиняных. Он прям почти как наваристый суп. То есть там тоже может быть с морепродуктами, он такой достаточно красноватый, то есть там томаты, то есть перец, то есть он такой красноватый, жидкий. То есть если голодный, то есть ты его как суп, ну, то есть там, конечно, воды не так много, как в супе, но то есть он такой достаточно жидкий. Вообще для паэльи используются, ну, естественно, овощи, то есть там лук, перец, пимента, ¿qué más? Hace falta una cebollita, yo le echo también un par de ajo. Немножко чеснока, ну, 2 зубчика. Pimiento rojo y verde no sé si tenemos verde. Короче, красный и зеленый перец. Y hay que hacer también tomate. Y tomate tenemos también. ¿No es ese? Mira, Y otro más. Y uno más. ¿Eso? Vale. Есть 3 варианта приготовки овощей.
Первый вариант. Ты режешь как можно мельче и сразу в сковородку. То есть и все, готовится. Больше с ними ничего не делаешь. Второй вариант. Ты можешь резать крупно эти овощи, их жаришь на сковородке, а потом можно сделать как пюре, ну то есть из них, то есть блендером. Ну, либо третий вариант, просто у нас есть еще комбайн, которым можно мелко нарезать. Но именно мы будем готовить сейчас мелкой нарезкой. Да, мы сейчас будем готовить мелкой нарезкой. Хорошо? Хорошо. Отлично. Хорошо, хорошо. Сейчас нарезаем мелко овощи. Подготовка к паэлье. Aceite. Паприку тоже мелко. Масло Оливковое надо масло. На оливковом масле. Мы все готовим на оливковом масле. Это экстравержен, и вы на нем и Да. жарите, и все готовите. Мы все делаем. Да, у нас нет Паприку подсолнечного. тоже мелко порезать. Да, Sí. Sal, le echamos también lo que nosotros queramos. Сразу солится. да, он сразу солит. Бурно кипят креветки. Они уже и пахнут ароматно. Мелко, я так понимаю, кубиком, да? Cariño, con cuadrados, ¿sí? Con dados. Sí, pequeñito. Da. Sí, sí, pequeñito, sí. Es que no aprendo yo con corta. Ты прям профессиональный повар. Ну, Так нет. быстро режешь. Я Но мы вообще- так не умеем. Я любитель. Но всё Поэтому равно. я мало использую очень в нарезке и во всем вот именно каких-то комбайнов. Поэтому чем чаще готовишь, тем больше это получается вот этот и навык именно самой нарезки. Мы нарезали красный, зеленый перец, лук. И сейчас томаты мы еще поместим в комбайн. И там их превратим чтоб в не пюре. задерживать. Я каждую вещь снимаю в каждой стране, потому что мне очень интересно. Ребята, это все перемолоть и перемесить можно будет любым инструментом, который у него есть. Можно натереть это все на терке, можно... короче, нужно это измельчить, смешать, и это уже ваша смекалка, и на чем вы это будете делать. Да, это можно потом в сковородку. Но в данном случае мы будем использовать комбайн. Para freír eso, que rápido, ¿no? Sí. Какие ароматы. Toma. Esto por aquí. Ya, pues ya le vamos a poner también el sello de cocinar, más o menos. Esto. Угу. Por И cuánto tiempo cocinar esto? Unos 8-10 minutos nada más. 8-10 минут. Короче, 8-10 минут. Сейчас это готовится, эта смесь овощная. Los tomates Да. ahora. Preparamos los tomates. Сейчас будем измельчать томаты. Практически до пасты. Антоний говорит, хоть мы томаты уже приготовили, но сейчас мы их не добавляем, их в самый последний момент. То есть пока только Значит, мы готовится. оставляем их в стороне. Да. No sé si nosotros tenemos. Sí tenemos. Ah, something like this. Да, вот такой вот можно запросто вот пастой заменить. Просто развести водой, да, и Реню, вместо маэстро. томатов. Да, можно использовать такую пасту томатную. Lo ponemos por ahí. Esto va más adelante, que es el final. Томат мы добавляем в самом конце. Синкемар, sí, verdura. Sí, para cocinarlo un poco. Porque luego va a seguir cocinando, y luego sigue cocinando. Y después hay que echarle el arroz, o todo eso con mucha cocción. Pero la calienta un poco y la desfasa. Потому что, получается, он как бы из нескольких фаз состоит паэлья. У нас мы готовим овощи, мы туда добавляем рис, то есть все тушится, там еще заливается бульоном, добавляется в конце морепродукты, ну и томаты, то есть это постепенно они готовятся. Никакого там поджаривания нету. Но креветки вот такие всегда берутся вот как бы, ну, среднего размера. Да. Вообще, я думаю, наверное, Обычные, разницы нет. обычные. Какие у людей есть, вот, ну, в данный момент, то любые креветки. Вообще любые морепродукты, какие нравятся. То есть Ну это да. может быть и ракушки, может быть кальмары, может быть да что угодно, в принципе. И креветки вообще разные я видела, и такие удлиненные, и... Ну да. Это чаще всего стандартные, но они обычные, Да. самый такой среднеценовой диапазон. Suficiente o añadimos más? Si tenemos más, ahí tenemos la nevera. ¿Sabes? Sí. Es que no sé para cuánto vamos a hacer. Normalmente, arroz se echa solamente 60 gramos por persona, más o menos. 60-70 gramos por persona. Рис должен быть какой-то, какой рис? Есть арборио, есть
Честно говоря, название его, у него... Длинный, круглый. Кариня, es arroz prolongado, redondo, para paella. redondo. Redondo. Está ahí arriba, cógelo. Это круглый рис, Круглый рис. а в Испании он еще называется сос. Очень часто такая вот упаковка, она такая бумажная, на ней написано сос. Это прям для паэльи. Вот такой рис используется для паэльи. Ну, наверное, лучше куда-нибудь переступим. Не, мы сейчас будем его, конечно. Ну, чтобы показать. Да. Да, это круглый, не крупный рис. Так, сейчас, Хорошо. секундочку. Добавляем Так, белое ребята. вино теперь. А, вот это уже пропаренный, это длинный рис. Это басмати. Жасмин типа. Басмати. no. Это не подходит. Нет, басмати Вот не этот рис, подходит да. для паэльи. Обязательно берем целую бутылку, обязательно берем вкусное, самое вкусное. Чтобы потом можно было запить. Echar un poquito de vino en esto. Que vaya el alcohol. Ребята, заметьте, это 2022 год. Потому что 21-го ризотто уже не то будет. Не ризотто, а это Паэлья. паэлья. Я не буду. Un poquito de vino. А сколько примерно? На глаз. Примерно 100 миллилитров. Мгм. 50, 50, 80, medio vaso. Porque yo... Ну, 100 грамм, не Да. 50 масс. ¿Sí? Venga, И еще 20 сверху для верности. И для смелости. Все, получили бульон из морепродуктов. Теперь мы ждем, чтобы выпарилось вино, которое сейчас в овощах. para- Так бы кусочками para- такими как бы порционными, чтобы... Да-да-да, он сразу Ну, режем вот. помельче, чтобы было потом удобно есть. Да. Потому что если это такой кусок, ну, Мгм. Ну это понятно. что там, с ножами все будем сидеть. Если они свежие, то это вдвойне лучше, потому что аромат будет сильнее. То сейчас у нас готово, вот это называется по-испански софрито, да, овощная смесь с Софрито. вином, да, софрито. По-моему, на итальянском, по-моему, похоже точно так же. И после этого, то есть неважно, что мы готовим, куриную паэлью или с морепродуктами, то есть потом мы добавляем уже Ya podemos протеин. Esto lo cocinamos 10 minutillos o algo así. Вот сейчас 10 минут теперь готовим эти морепродукты с софрито. Dos partes de agua por una de arroz, creo. ¿no? Он говорит то, что этот рис необходимо, чтобы, допустим, одна часть риса и две части воды. Ну, Соотношение, да, ну, соотношение. Стандартно. Да, да. Одна к двум. Да. 1 к 2, да. Вы его как-то промываете, замачивать его не надо, никаких процедур с Нет, ним не нет. надо. Кареня, но con agua надо. Sí, ponemos directamente. Промыть нужно хорошо. Или No, no limpiamos. no lo pongo. Нет, он, Не, нет, no. он не промывает. Густоту тогда вот это создает именно для паэльи. Если его промыть, ребят, то густоты не будет. Он будет просто рассыпаться, как плов рассыпчатый. А чтобы была густота, именно крахмализация вот этого вот паэльи, густоты именно паэльи, кремовой такой, вот они поэтому его и не промывают. Остается он вот такой именно в таком первом состоянии. Я, кстати, об этом не задумывалась. Ну, это все примерно плюс-минус, они как бы цепляются друг друга, друга. Ризотто. Кареня, ¿cómo está? Prueben ahora. Пробуй андалузскую паэлью. Пахнет офигенно. Шеф-поваром. Хороший соус, да? Если вы хотите познакомиться с Андалусией поближе, побывать на ее местных праздниках, такие как не только ферри и ромери, а также праздник вина, авиашоу, костюмированный праздник, гастрономический, забег быков с веревкой и многое другое, а также посетить вкусные проверенные места в 40 городках Андалусии, которые я собирала в течение 7 лет, то для вас мой новый гид по Андалусии – маршрут по вкусным и красивым местам. Ссылка в описании, заходите и заказывайте. Так, теперь мы взвесим рис. Un 400 no tenemos, ¿no? Sí. Genial. Vamos a cocinar es echarle un poquito de especias. Normalmente al arroz este se le suele echar, yo le suelo echar pimentón, Паприка. Угу. Дульсия. Вот, ребята, Это именно Де Ла Вера. Это очень известное. esta Вообще
вообще, я думаю, можно использовать любую паприку, ребята, какая есть. потому Конечно, что, это чисто да, испанская, такую вы не Делавера это найдете. сложно. Но если вы смотрите из России, на сайте Ем Колбаски он имеет именно Делавера и Дульсия, поэтому онлайн можете А заказать. еще и очень купить. важный ингредиент. En España también venden esto. Un poquito de azafrán ahí. Это смесь Это специй паэлья? для паэли. Можете купить себе даже в Это, подарок. ну, Что в него Давайте я входит? вам, ребята, состав. sal, Чеснок, соль, пиментон, то есть этот красный перец, ну, мука из рисовая, и колоран. асафран, шафран. И еще клаво, это гвоздика. немножко. Tenemos. Гвоздика и шафран всего лишь 2,5%. Поэтому это А вот теперь мы минимально. посмотрим на настоящий I шафран. prefer- I use that and that. And, И здесь куркума у нас идет, паприка и шафран. Мгм. И еще хотела добавить один момент. Шафран, он вообще дорогой в Испании. Да. И очень часто хозяйки в возрасте используют колоранты. Это просто краситель такой рыжий. Хотят, чтобы паэлья была рыжего цвета. А. Шафран не покупают. Мгм. У него мама очень часто так использует, то есть он не хочет тратиться, мы даже и дарим Ну да. шафран. Ну, я заметила, что это в целом много, потому что, наверное, дорогой и часто очень 2 используют. чайные ложки. un poquito. Ну, если, ребята, нет у вас шафрана, ну не добавляйте. А вообще приезжать в Испанию, покупайте такую смесь, Да. и будет настоящая паэлья. No se mueve ahora. Сейчас Всё, перемешаем. Это Шафран, например, на пол чайной ложки. Ya los siguiente vamos a cocinar el tomate. No está muy bueno. Hemos hecho pimienta. ¿Pimienta? пиментон. No, pimienta. Пимента. ¿Te gusta la pimienta? También echamos. Sí, un poquito. Перец черный тоже можно добавить. Un poquito, o sea, no mucho. Немножко. Ну, очень нежненько, Да. да, и очень мелкий. Да. И последнее, до приготовления риса мы готовим томат. То Добавляем есть, да, томаты. добавляем томат. Тоже все перемешиваем. Вот такая у нас уже красивая ароматная смесь. Te huele muy bien. Кажется, что Антоний уже русский понимает. Уже так Шедеврально, переводит. да, уже. Esto normalmente lo cocinan en los cafés para hacer esto más rápido. Cocinan toda la verdura, cocinan todo, pero sin echarle las gambas y la almeja ni nada. Simplemente esto, la verdura con el tomate y todo. Lo cocinan como está ahora, pero sin carne o sin esto. Y lo dejan preparado, lo dejan guardado en la nevera. Cuando tú pides arroz, lo que esperas es como una media hora o algo así, que es calentar esto y ya echarle el caldo, echarle el arroz y cocinar, porque ya lo tienen cocinado. То есть в todo. кафе, они же уже подготавливаются, потому что много народу, Да, и они да, готовят да. смесь с овощами, с томатом, то есть она уже приготовлена. А вот эти морепродукты или курица, они добавляются уже после, когда уже придут люди, то, что будут заказывать. То есть уже там уже готов- готовую, Да, то есть как бы. фактически вот эта смесь готовая, овощная, добавляют в него там варят, и потом уже, естественно, с рисом. Вот как. То есть, а тут мы делаем по порядку, все правильно. Ajillo. Esto. Да, красота. И поэтому очень часто еще в кафе что спрашивают, чтобы паэлью заказывали. То есть бывает, допустим, воскресный день, то есть ты говоришь, что я приду, я буду паэлью. То есть чтобы они знали. Ах, вот Очень как. часто такое Ну еще да. бывает. Особенно если кафе не сильно большое, то есть, ну, либо как бывает много народа, у них просто не успеет физически. Это очень такое затратное блюдо. Это не пожарить сардинки. Рико? Está bueno. Pregunta si está bien de sal o eso. Хорошо. Попробуй. У тебя У нас насколько соли, да? Да, соль, да, как вообще, нормально со специями все. Шикарно. Отлично. Ну, как на мой вкус, я бы, конечно, соли немножечко Я добавил. тоже. Чуть-чуть. Но это чисто... El caldo, ¿Y cómo preparamos caldo? el caldo está preparado aquí la mitad, porque lo tenemos del arroz, pero como vamos a hacer más, en la nevera creo que hay más caldo. Мгм. Cógelo y completamos. Мгм. No hay 400, pero damos como 800 o algo así. ¿Vale? То есть у нас риса тут 400 грамм, соответственно, нам нужно бульона 800 грамм еще. То есть вот это то, что мы сварили, этого недостаточно. То есть мы сейчас добавим еще дополнительно, который был из магазина. Это уже будет внизу под видео, будут сколько добавили именно томатов, паприки и всего остального.
На самой упаковке написано, что рис готовится 15 минут, но мы никогда, мы все время пробуем же после этого, и минут 20, не меньше. То есть нужно попробовать. Должна быть именно такая альденте. Ну, не совсем альденте, чуть-чуть уже более мягкий, все такой средний. Он чтобы готовый, главное, чтобы готовый был. Это как вам нравится. Нужно всегда рис добавлять, когда бульон горячий. В холодный не добавляем. Кипит уже. Да. Когда начнет уже как бы такой нагрелся. Как красиво. Y esto ya. Y luego al gusto, depende de quién sea, se le echan guisantes. И еще, в зависимости от вкуса, кто-то добавляет горошек. Антонио очень любит добавлять горошек. И во многих кафе побережья Андалусии вы тоже встретите горошек. Но это первая вещь, которую терпеть не могут валенсийцы, потому что настоящие паэльи горошек не добавляется. И они в какой-нибудь приходят, они сразу бесятся просто. Горошек какой добавляется? Консервированный? Мы замороженный покупаем в той же Меркадо. Свежий замороженный горошек добавляется вот тоже сюда. Да. Сколько его сюда добавлять? Кванто. Немного. Все, достаточно. Tiempo. Vamos a ponerle 15 minutos, Natalia. Lo dejamos cocinando 15 minutos y probamos el arroz. ¿Vale? Короче, мы сейчас на 15 минут отставляем, посмотрим, потом попробуем, и потом еще добавим время, если нужно. И еще есть такой вопрос. Вот сейчас мы готовим именно вот в кастрюле. Я вообще по своему... Я вообще представлял, что паэлья должна готовиться именно в сковородке. Именно, да, там, как она называется, для паэльи вот именно. Он так и называется, паэлья. Да. Вот. То, в принципе, можно готовить то, что у вас есть, то мы приготовить. Да, то есть не нужно покупать специальную вести сковородку из Испании. Посуду там и все остальное. Почему важно готовить в паэлье, которая именно специальной сковородкой, и валенсийцы готовят? Потому что она, во-первых, очень плоская, она такая широкая, и с такими маленькими бортиком. Ну, невысокая. Да, невысокая. 2 сантиметра. Да, и поэтому она и получается у них такая более сухая. Она быстрее выпаривается. Да. Еще очень классно, тут на праздниках, неважно, даже в Андалусии, бывают такие, можно сказать, на всю нашу кухню такие сковородки громадные, я даже не знаю, какого это размера, диаметра, и готовят, как у нас паэлья, она такая более насыщенная, но это вообще классно, то есть когда он тебе насыпают. Вот, да, и еще что особенность, как валенсийская, тут даже у нас тоже есть место, где именно готовят валенсийскую паэлью, то что, да, она, во-первых, более сухая, и то, что, как я снизу говорила, она поджаривается, эти овощи, как карамелизируются, они такой прям, вот эта корочка, она прям образуется, прям такая поджаристая. Так что, друзья, если у вас вдруг она подсохла, и снизу получилась какая-то вот карамельная корочка, то вы не переживайте, вы просто приготовили паэлью, но из другого региона. В любом случае будет вкусно. Да, в любом случае будет вкусно. Здесь все просто. Просто у одних она пересыхает и поджаривается, у других она более такая сочная и мягкая. Ну все, теперь мы ждем. Теперь мы ждем просто приготовления до того момента, когда она, именно рис разбухнет, доварится, и будем пробовать, как бы еще такое альденте. Еще очень важная вещь о рецепте паэльи – это то, что ее не перемешивают. То есть мы ее залили бульоном, то есть вот с овощами, и рис там как стоит, так и стоит. Неважно, это в сковородке, в кастрюле, в чем вы готовите. То есть вот вы только в конце уже пробуете, то есть рис уже готов или нет, и все. И потом уже накладываете. Вот так вот. А я все думаю, когда уже начнем ее перемешивать, как бы снизу, может, он доварился больше, может, сверху меньше. Да, вот это интересные, такие вот моменты. Так, ребят, все готово, осталось только попробовать. И это, я думаю, самый главный и вкусный процесс. Да, ты пробуешь первым. Да, я беру, наверное, вот с многими морепродуктами, здесь и кальмарчик, и креветочка. Пахнет обалденно. Креветка, я думал, это, наверное, спецпаэлья, потому что креветка нежная, сама текстура риса, соус это,
ну, обалденно, не переправленная. Это нету такого бурного количества приправ, что невозможно кушать. А здесь все идеально. Все вымерено. Да, все вымерено, пропорции просто шикарные. Мне, честно, очень вкусно, реально. Ну, я рада. Это супер. Я рада. Теперь пробую я. Я, конечно, не первый раз пробую. На самом деле, очень люблю, как готовят Антонио паэлью. Мы ее готовили... Она очень нежная, сочная. Мы ее готовили для всех, и для друзей, для семьи. Всем нравится. Она немножко отличается от того, что в кафе. Ну, приблизительно похоже. Она должна отличаться, потому что в каждом кафе это все-таки не домашняя кухня, а здесь именно сама аутентичность именно Испании, потому что это сделано руками испанца, и тут нет слов, поэтому... Да, давайте выпьем за наш отличный ужин из паэльи. Мы нарушаем, правда, одно правило, то, что ужинаем паэльей, как говорит Антонио, это так делают все туристы. Ну вы туристы, вам можно. Нам можно. Давайте. Нам можно. На здоровье. Да. Bueno, Давай. está bien.